Начинаем вязать крыло. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Ставим маркер. Второй ряд. Во втором ряду мы вяжем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас будет 9 столбиков. Третий ряд. В третьем ряду мы вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас получится 12 столбиков. Четвертый ряд. В четвертом ряду мы вяжем 2 столбика без накида, 2 прибавки и 8 столбиков. В конце ряда 14 столбиков. Пятый ряд. 3 столбика без накида, 2 прибавки и 9 столбиков. Не забывайте считать. У меня вот бывает иногда, что раз где-то пропустила, и потом либо ищешь, либо перевязываешь. Шестой ряд. Вяжем 4 столбика, 2 прибавки и 10 столбиков. Напишите, пожалуйста, вам понравился вообще вот этот спонтанный такой мастер-класс? Хотя какой мастер-класс, прямо на глазах рождается новая игрушка. Не знаю, вам было интересно или нет. Или надо все-таки попробовать все просчитать, чтобы не перевязывать и не добавлять какие-то ряды. Не знаю, мне, конечно, интересно. Но, наверное, я больше так делать не буду. Как вы считаете? Напишите, пожалуйста. Так, связали шестой ряд. В седьмом ряду мы вяжем 18 столбиков без накида, без изменений.
8 ряд. Вяжем 4 столбика без накида. Две убавки. А мы уже делали убавки. 2 убавки и 10 столбиков без накида. Девятый ряд. 3 столбика без накида. 2 убавки. И в конце ряда 9 столбиков. Десятый ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 2 убавки. Восемь в конце. Провязываем 8 столбиков. В конце ряда получается 12 столбиков без накида. Одиннадцатый ряд. Вяжем столбик без накида, убавка, 2 убавки и 7 столбиков. Опять такая жара стоит. Трудно сосредоточиться. Так, 7. А дальше мы будем вязать, уже не считая ряды. Я маркер уберу. И дальше мы с вами вяжем 2 убавки. Грубо говоря, это 12 ряд. 1 убавка. Вторая убавка. И 5 столбиков без накида. Дальше делаем 2 убавки. Одна. Вторая. 3 столбика без накида. Делаем еще 2 убавки.
И провязываем столбик без накида. Так, это я сделала, заболталась. Ага, это одна. Делаю вторую убавку. И столбик без накида. Вот это немножко сложно. Так, все. Обрезаем ниточку. И прячем ее в крыло. Можете с помощью иголочки. Я постараюсь вытянуть крючком. Не хочет. Крючок надо потоньше взять. Сейчас возьму другой крючок. Так. Вот такое крыло у нас получилось. Сейчас мы будем с вами делать перышки. Там, где мы начинали, это будет начало крыла, а перышки будем здесь делать, где у нас скос. Для этого я возьму пряжу другого цвета. Возьму светленькую, чтобы перышки у нас отличались. И приступаем. Так, сначала мы, вот смотрите, крылышко у нас сложено. Я закрепляюсь с одной стороны. Здесь у нас будут коротенькие, здесь длиннее. Я закрепилась. Сделала, вот смотрите, воздушную петлю. И теперь вяжу столбик. И дальше 2 воздушные петли, соединительный столбик по цепочке и соединительный столбик рядышком. Вот видите, их явно видно. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4. Вот они. Все эти наши перышки будут. Дальше второе перо. Я вяжу 3 воздушные петли, 2 соединительных по цепочке, и соединяю в соседний столбик. Вот так. Третье перо я вяжу 4 столбика. Делаю 3 соединительных по цепочке.
и в соединительный столбик в соседний. 5 воздушных петель. 4 по цепочке соединительных. И в соседнюю. Смотрите, какие у нас перышки получаются. Дальше вяжем 6 воздушных петель и провязываем 5 соединительных столбиков. И опять соединительный в соседний. Вяжем еще 6 воздушных петель. Пять по цепочке. В соседнюю. И опять 6. Пять по цепочке. В соседнюю. И еще одну. Шесть воздушных, 5 по цепочке. Сюда же ввязываем соединительный. В принципе, все. Закрываем. Вот такое крыло у нас получилось. Обрезали и прячем вовнутрь. Опять я толстым крючком опять полезла. Но здесь ничего, здесь легенько пошло. Такое крылышко красивенное. Вот они, два крыла по 8 перышек. Одно и второе вяжите в зеркальном отражении. Так и так. Оп. Так-то у нас будут крылышки. Ноги. Теперь переходим к ногам. Набираем светлой пряжей. Набираем 7 воздушных петель. И дальше вяжем по одной стороне цепочки, будем вязать, и по другой стороне цепочки. И сразу формировать пальчики. Вот смотрите. Получается, во вторую от крючка вяжем столбик без накида. В следующую вяжем пышный столбик из 3.
такой у нас пальчик уже получился. В соседнюю вяжем столбик без накида. Опять пышный столбик. С накидом. И столбик без накида рядышком. Вот у нас образовалось два пальчика уже. И еще раз делаем. Формируем третий пальчик. И еще столбик без накида. У нас получилось по этой стороне 6 столбиков. И по второй стороне мы тоже вывязываем 6 столбиков. Так, здесь мы уже где-то начинали. 6. Дальше ставим марки. И провязываем 12 столбиков без накида. Я вышла почему-то на 13, но я сейчас сделаю все равно 12. Сделаю убавочку. Где-то я просчиталась, поэтому надо, конечно, следить внимательно. Бываю невнимательная. Так, вот такая лапка у нас получается. Пальчиками. Дальше вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка, и у нас будет 9 столбиков. Фламинго у нас же небольшой, значит и лапка ему большая не нужна. Правильно?
Так, вот она наша лапочка. И теперь я предлагаю ее закрыть. А закрывать мы будем. Делаем 4 убавки. И соединительный столбик. Первая. Вторая. Третья. Сейчас я немножко добавлю холофайбера. Уже мало осталось. Сильно не набиваю, слегка, чтобы она такая немного не совсем плоская была. Ну и прям не прям. Так, достаточно. Связала 3 убавки. 4-я убавка. Четвертая убавка. И соединительный столбик. И обрезаю ниточку. Теперь опять вы можете либо иголочкой все это спрятать дело, либо крючком. Не хочется в иголочку вставлять. Не знаю, привыкла так крючком. Мне, наверное, удобнее. А вам как? Поделитесь своим опытом. Может быть, я чего-то не так делаю. Вот наша лапочка. Лапочка. Вот такусенькая. С пальчиками. Теперь нам нужно связать саму ногу длинную. Но мне хочется, чтобы она телепалась, была такая, знаете, свободно бултыхалась. Поэтому, значит, я беру опять же светлую пряжу. Где-то сантиметров 80. Все зависит от того, какой длины вы хотите сделать лапку. Так. И, допустим, вот здесь будем цеплять. Правильно, лапка будет отсюда. Значит, вот у меня длинная веревочка. Я ее, смотрите, протягиваю. Ну, протянула почти пополам. Это чтобы потом не пришивать. Ну, как-то я сейчас еще вот сюда вот, наверное, перепротяну. Так. Ой, как-то я ее протянула. Так. Вот так. И здесь сейчас начну вывязывать лапу. Будем вязать просто шнурочек. Смотрите. Вставляю. Вытягиваю петлю. Вот сюда. У меня получилось. Смотрите, у нас на крючке получается, вот она есть петля и 2 ниточки. Теперь одну перекидываем через крючок и потом провязываем их вместе. Перекидываем и провязываем вместе.
И так делаете до тех пор, пока вас устроит длина лапок. Или пока нитка не закончится. Можете затягивать посильнее, можете делать более свободными. Такой шнурочек получается. Не знаю сколько, сантиметров 12 я, наверное, буду делать. У фламинго же длинные ноги. Красивые. Угу. Вот такая красота. Топ-топ-топ. Он топает. Не видно, да? Не видно, где топает или видно. Так. Вот, не знаю. Вот оно, наше тело. Ну, думаю, достаточно. И просто последнюю вытягиваю. Вот такая лапка у меня получилась. Вот. Вяжем вторую. Клюв я пришила. Вот такое чудное у нас получилось. В принципе, симпатично довольно-таки. И привязала одну лапку. Наверное, чуть высоковато. Можно было, наверное, чуть-чуть ниже. Но это, конечно, получается чудо. Вторую лапку привяжу сейчас. Главное лапы вперед. Ой, это что-то с чем-то. Я не знаю. Он чудной. Он получается такой веселый. Я думаю, детворе он будет нравиться. Этот фламинго. Чем? Потому что его можно тягать будет за шею, за хвост, за эти лапы телепалки. Крылья еще не пришили. Сейчас мы еще крылышки пришьем. Смотрите, лапки я просто привязала. И все, и прячу. И прячу ниточки вовнутрь. Вам видно? Так. Чудо чудное. Так. Ну, ты хороший. Вот такие лапы. Боже. Ой, вам не видно, простите. Вот такие лапы. Сейчас я сделаю подальше. Нет, я сейчас сначала еще крылья пришью. Значит, смотрите, крылышки мы пришиваем вот так. Если вы хотите, вы можете пришить просто здесь по уголочку. Здесь будут шевелиться. Если хотите, можете пришить полностью вот здесь по окантовочке. То есть все зависит от того, насколько вы хотите, чтобы крылышки двигались. Пришиваем крылышки. Ну вот, дорогие мои, мы закончили вязать фламинго. Вот такой он получился. Забавный. Телепалка такая. Я думаю, детворе понравится. Я крылышки пришила почти полностью, оставила здесь только внизу. И еще немножечко оттенила глазки белым цветом, белой ниточкой. Ой, он такой весь гнущийся. Малышам точно понравится. Тягать его так за шею, за ноги, за хвост. Я надеюсь, вам понравился мастер-класс. Мастер-класс спонтанный. Первый раз я так делала, и я, наверное, так делать, конечно, больше не буду. Все-таки буду проверять. Потому что есть вещи, которые можно исправить.
в следующий раз. О, лапы. Смотрите, какие лапы. Классные. Ладно, мы с вами прощаемся. До следующего мастер-класса. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, вам понравилось или нет. Подписывайтесь на канал и до встречи. До встречи на канале. Обязательно с вами встретимся. Обязательно свяжем что-нибудь интересное, забавное, смешное или еще какое-нибудь. Всем пока. Пока.